3 мифа, друзья, которые мешают попробовать начать кататься на мотоцикле. Сегодня разобьем их в пух и прах, друзья. Поехали! Большая часть людей, кто никогда не катался на мотоцикле, почему-то считает, что это опасно. И даже те, кто хочет попробовать покататься вообще просто на мотике, почему-то думают, что это прям буквально там, не знаю, с жизнью несовместимо. А уж как к этому относятся ближние, которые останавливают. Чаще всего это бывают жены, потому что именно мужчин часто не пускают за руль мотоцикла. Я вообще не понимаю, почему люди считают мотоцикл опасным средством передвижения. Даже автомобиль точно такое же средство передвижения люди часто не считают чем-то опасным. Мужчины обладают достаточно большим водительским опытом к тому времени, когда они приходят к выбору мотоцикла, сталкиваются с таким непониманием со стороны своих близких и родных о том, что мотоцикл может угрожать жизни их благоверных. Но если вы подумаете чуть-чуть дальше, вы можете показать это видео как раз тем, кто сомневается в том, что мотоцикл это не так опасно, как кажется. Перед тем, как мотоциклист новоиспеченный выйдет на дорогу, он, во-первых, пройдет обязательно мотошколу. И это самое главное, наверное, что мотоциклист должен сделать в начале своей карьеры, это выбрать хорошую мотошколу. Он должен научиться ездить на этом транспортном средстве. Покажите своей жене, что это безопасно. Поснимайте видео, пока вы будете учиться в мотошколе. Пусть она увидит, что в этом нет ничего страшного. Может быть, ей понравится вообще мотоциклы. И перед тем, как мотоциклист выйдет на дорогу, он сдаст экзамен, а после этого, возможно, перед покупкой своего первого мотоцикла даже не один раз возьмет в прокате мотоцикл или покатается там с друзьями дополнительно где-то на парковке или еще где-то. Не будет такого, что ты вот прямо сейчас с того места, на котором ты находишься, берешь и врываешься в мир мотоциклов, просто садишься и, не знаю, уезжаешь в закат. Да, наверное, это не очень безопасно. Нужно, чтобы это произошло под присмотром людей, которые гораздо более опытные, и желательно, чтобы это были именно инструкторы по вождению мотоцикла, а не друзья, которые, я с 14 лет гоняю, как бы, на Уралах, там, на Явах по селению, там, ну, как бы, хорошо, что ты гоняешь, но дороги общего пользования это совсем другое. Ничего страшного нет в том, чтобы выехать на доп и без опыта. В общем-то, я такой человек, у меня нет опыта вождением даже автомобиля. Я спокойно выехал на дороге общего пользования и не чувствую себя каким-нибудь ущербным. Наоборот, мое вождение гораздо более безопасно даже по сравнению с теми людьми, у которых за плечами большой опыт. Поэтому не нужно считать, что мотоцикл это опасно или опаснее, чем что-то. Второй миф. Считается, что байкеры это всегда какие-то бандитские группировки, это какие-то стрелки, какие-то пушки, еще что-то. Ничего подобного. Обыкновенные байкеры, коих там 90%, не имеют никакого отношения к бандитским группировкам и просто катаются как фрирайдеры. Многие байкеры объединяются в группы и катаются в путешествия, устраивают совместные покатушки по городу и без каких-то разборок, без какой-то войны за территорию. Все это просто там какие-то вещи, которые вы знаете, они могут быть из фильмов. Также, кстати, многие знаменитости, они, во-первых, коллекционируют мотоциклы, а во-вторых, очень сильно любят ездить на них. Тот же, например, Киану Ривз. Он вообще большой поклонник мотоциклов, и у него своя коллекция классная. Плюс он, по-моему, даже занимается выпуском мотоциклов. Так что сама по себе культура мотоциклизма, она не подразумевает в своей основе обязательное участие в какой-то преступной группировке. Если человек сам хочет быть членом мотоклуба, в котором именно приняты те законы, те стандарты, внутренние байкерские понятия, которые гораздо шире, чем уголовный кодекс. Есть такие клубы, и человек, который хочет, он найдет, кому присоединиться, найдет себе единомышленников. Это никак не связано с тем, что именно мотоцикл, именно из-за него человек таким стал. Ни в коем случае. Чаще всего такой выбор делают осознанно весьма, серьезные мужчины и, возможно, некоторые женщины, не знаю, я с такими не знаком, благо. Вот, и этот выбор делается осознанно, и люди идут в такие клубы именно для того, чтобы там находиться с теми членами клуба, которые разделяют такие взгляды. Чаще всего это очень закрытые сообщества, в которые просто так не попасть, в которые кого-то с улицы не берут, потому что, нужно обладать некоторым определенным опытом, так скажем, в не очень благонадежных сферах, которые позволят вам войти в такое сообщество. Миф о том, что все байкеры поголовно уголовники и преступники, это полная дичь. Другое дело, что байкеры довольно сильно чтут внутреннее вот это вот братство
И если кто-то по какой-то причине взял и оскорбил байкера, просто обыкновенного фрирайдера, есть очень большая вероятность, что за него заступятся мотобратья, которые будут проезжать мимо. Или ребята, с кем этот человек знаком внутри чата какого-то, там, сообщества внутреннего. То есть это именно взаимопомощь, взаимовыручка. Ну, по-моему, это нормально. То есть, как бы, когда ты относишься к какой-то субкультуре, и твои товарищи приходят к тебе на выручку, или если ты являешься там членом мотоциклетного клуба, уж тем более, тебе придут на выручку твои тиммейты. В основе лежит именно братство, именно то, что люди объединяются по интересам и, в общем-то, живут по тем понятиям клуба, который выбирают. Третий миф, друзья, это то, что мотоцикл предназначен исключительно для лета. Оказывается, что нифига не так. Конечно, сезон у нас короткий, особенно вот в Петербурге, это да. Но есть зимние виды вообще мотоциклизма, есть, можно покататься на эндуро, можно покататься на снегоходах, и это офигенно круто, есть специальная зимняя экипировка, и если есть большое желание продолжать сезон и продолжать рассекать, гонять, то такая возможность, конечно же, есть, потому что ну, ни с чем не сравнимо выехать там на реку, зимой там на лед и на шипованной резине, на злущей какой-нибудь просто раздать там в закат. Это, конечно, круто. И поездить на снегоходе, поездить на квадроцикле вообще в любое время года, это офигенно классно. Также совершенно прекрасно можно в течение всего года, вообще круглый год кататься на картингах и кататься на специальных трассах накрытых, на питбайках можно выезжать. То есть для того, чтобы и навыки свои улучшать к началу мотосезона, перейти в какую-то спортивную лигу. И все это возможно делать и вне сезона, когда у нас за окном светит солнце и на дорогах сухо и лето. Это прям совсем-совсем миф и абсолютная неправда, поэтому если вы переживаете, что будете кататься мало, возможностей довольно большое количество. Ну и напоследок хочу сказать такой бонусный миф, что мотоцикл часто люди считают, что подходит только мужчинам. Ничего подобного. Девушек-райдеров огромное множество. По-моему, моих знакомых девушек-райдеров чуть ли не больше парней, с кем я вот вижусь, встречаюсь, катаюсь. Во-первых, мне приятно, комфортно с девушками ездить. Вот, а во-вторых, девушки также часто могут оказаться классными в технике и разбираться гораздо лучше, чем многие мужчины. А уж о том, что женщины гораздо более крышесносны в плане того, чтобы заехать в какие-нибудь дальние дали и там покататься на каких-нибудь кроссовых мотоциклах, мне кажется, мужика сложнее вытащить, потому что он будет думать, вот, полежу-ка я на диване, там, выпью пивка лучше в выходные, да, чем куда-то поеду. У женщин почему-то голова на это не болит. Так что могу сказать, что женщины-мотоциклисты, там, девушки-байкеры, это прям тоже одна из прекрасных частей мотокультуры. Многие выбирают какой-то экип яркий, красивый, то есть на девчонок еще и смотреть офигенно прикольно, когда они там едут рядом. Так что даже не все катаются просто двойками, те, кто любит мотоциклы и боятся сами сесть за руль. Нет, многие выбирают и сами мотоцикл. Поэтому, друзья, обязательно присоединяйтесь к нашему мотоциклетному сообществу. Если вы раздумываете о том, стоит вам вообще садиться на мотоцикл или нет, конечно же, однозначно стоит. Ну, особенно если вы понимаете, зачем вам это нужно. А в мифы, друзья, не верьте совершенно, потому что это полная ерунда. Составьте лучше сами свое впечатление о байкерской движухе, о нашей тусовке. Возможно, вы найдете здесь свой второй дом. Ну, а с вами, как всегда, был Йорш, друзья. Увидимся. Всем пока.